Всем привет! Сегодня проводим испытание манипулятора, испытание грузоподъемности и разных функций его. Грузоподъемность будем проверять на фунтовых гирях. Вот гиря 2 фунта, подписали, перевели в килограммы, 0,8 килограмма. Фунты русские. А сколько русский фунт и сколько английский? Международный фунт 450 грамм, русский фунт 400. Ну, округленно. Вот русские не жадничали никогда. Всегда поскромнее выбирали веса. Все, я подъезжаю. Попробуй. У тебя, Алеша, способ перемещения только на гусеницах, или он у тебя может еще перемещаться каким-то способом? Либо на гусеницах, либо на руках. Ну, хорошо. При каких условиях тестовые испытания будут выполнены? Зачет тебе поставить когда? Сколько ты гирь из 7 должен погрузить, чтобы был зачет? Все. Ты 100% хочешь погрузить все Да. гири? Ну, у тебя амбициозные планы. Давай пробуй. Начинаешь-то с какой гири? 0,2. Давай. Первое. Пока путаюсь в кнопках немного. Почему ты насыпал песок под гирю? Для чего ты сделал? Это имитация морского дна. А что, на море песок? Донных отложений. Я так думаю, он больше похож у тебя этот на речное дно. Твой стенд испытательный. Река-то нам ближе, чем море. Пока будем ориентироваться на речное дно. Началось самое интересное. Да, максимальный вес у тебя 4 килограмма для сегодняшнего испытания. Какую ты сейчас гирю поднимать будешь? 1,2 килограмма. Ей. А ты пока оставь ее в покое. Соседние убери, они тебе облегчат потом работу.
2 килограмма. Максимальный вес у тебя сегодня 4 килограмма или 10 фунтов. Но можно попробовать и больше вес поднять. Ты щадящие такие делаешь испытания сегодня? За кадром тарахтит трактор. Не подумайте, что так манипулятор издает эти звуки. Это фон звуковой. 4 килограмма. Так. Мимо. Ай, ё-моё. Тебе помочь, может быть, ее в более удобное положение поставить? Или ты будешь из любого положения брать вес? Может быть, тебе объехать, переехать, вот, чтобы было близко к реальным условиям. Попробуй объедь. Сейчас еще раз возьму. И ты продемонстрируешь, как у тебя маневрирует манипулятор шасси. Насколько он, какой он имеет радиус разворота. На месте. Но у него же есть габариты, значит радиус разворота, скажем, 1 метр. Да, не хочет она брать. Ну, дело не в том, что она тяжелая, а в том, что захват немного не соответствует габаритам предмета испытуемого. Попробуй прямо сейчас на месте сделать маленькую доработку. Измени угол загиба захвата и посмотрим, будет результат или нет. У тебя есть пассатижи? Да. Давай сделаем. Мне кажется, что они у тебя разогнулись во время работы. У них толщина небольшая, и они просто могли деформироваться.
Ну, маленькая доработка и результат на лицо. То есть 4 килограмма берет, это мы видим. Подводим итог. 7 гирь от 100 грамм до 4 килограмм. Манипулятор переместил со дна в грузовой контейнер. И решил поставленную задачу. Ура! Сегодня мы попросили Алексея смоделировать один типичный участок речного дна вблизи населенного пункта. Если здесь есть какие-то натяжки, то небольшие, потому что все вещи, которые здесь мы увидим, они действительно подняты со дна реки. И посмотрим, насколько позволяют возможности его манипулятора очистить дно реки от этих предметов, которые представляют определенную ценность или просто являются мусором и не позволяют людям купаться и ходить по речному дну. Вот здесь мы видим предметы, часто встречающиеся на дне реки. Это рыболовные грузила свинцовые, блесны разных моделей, конструкций и производителей. Также бывают, попадаются на дне украшения, потерянные или выброшенные людьми. Ну и, конечно, чаще всего на дне реки мы видим пустые виноводочные бутылки, пивные банки и прочий мусор, который уже стал визитной карточкой современного человека. Если поставить перед собой цель очистить дно от этих предметов, какие-то использовать, а какие-то просто утилизировать. Вот сейчас мы посмотрим, как манипулятор справляется с этой задачей. С чего ты хочешь начать очистку дна, Алексей? Самого ценного грузила и блесна. Поехали. Наша цель понять, может ли предметы разного размера и произвольной формы манипулятор брать уверенно и помещать их в грузовую корзину. Первая блесна быстро оказалась в контейнере. Алексей, расскажи, для чего ты используешь лазерную индикацию? С какой целью ты поставил лазер? Для удобства захвата. Потому что с камеры будет, наверное, плохо ловить. Пока на расстоянии вытянутой руки тут смотришь, вроде легко кажется, а под водой я думаю, что это будет все гораздо сложнее. Принято. Захватывать предметы. Я думаю, это не последнее новшество, которое ты тут применяешь. На максимально вытянутой. Ты называешь это штанга, рука, рычаг. Как тебе нравится название? Все, убежал от меня. Манипулятор. Просто манипулятор. А вот
первая часть слова манипулятор переводится с английского как деньги. Это что, имеет отношение к деньгам, твой манипулятор? Наверное. То есть ты хочешь найти на дне реки деньги с помощью этого приспособления? Сокровище. Дерзай, дерзай. Хотя деньги это не ценность. Это эквивалент труда и материалов. Не более того. Сколько весит такое грузило, отлитое суповой ложки? Столовой ложки? Я не помню. Но я думаю, что это грамм 150 свинца. Чистого цветного металла. Один вопрос. На твоем приспособлении написано Тритон. Почему это название тебе понравилось? Почему ты выбрал это название? Потому что он должен собрать 3 тонны грузил. 3 тонны. Для начала. А я думал, потому что он на суше и в воде может быть использован для каких-то полезных дел. Земноводное такое у тебя приспособление. Пока мы говорили, почти все грузила с этого участка речного дна ты уже поднял и погрузил в контейнер. Я ненадолго отвлекся, а в это время результат не заставил себя долго ждать. Посмотрел я на грузовую корзину. Вот они, сокровища речного дна, поднятые Алексеем. Да, не ожидал такой производительности труда твоего манипулятора. Курочка по зернышку клюет. Вот наклевала. Ну, я-то думал, что 3 тонны это у тебя фантастический результат. А сейчас я вижу, что при таких темпах это реальная задача для тебя. Алеша, ты готов продолжить работу по очистке речного дна? Я полон решимости. До полного завершения этой работы самые мелкие, крупные и средние предметы надо извлечь и положить их в грузовой контейнер. Сделай, пожалуйста. Давай попробуем. Ты говори, что ты сейчас намерен поднимать? Попробуем поднять бутылку. Поднимай. Это вот та беда, которую надо убирать с пляжей, да и вообще с любого участка берега и дна. Никто пока не приступил к этой работе. Вот мы, может быть, будем первыми. Взял.
Продолжай, пожалуйста. Интересно, как у тебя справиться с кольцами? Вот обручальное кольцо вижу, перстенек. Ты сумеешь взять такие мелкие предметы? Сейчас попробуем. Тут нужна точность. Возьмем крупный план. Так как предмет очень мелкий, это обручальное колечко медное. Такие часто попадаются на речном дне. Во время купания люди теряют украшения, особенно кольца. Минутку, я хочу зафиксировать, как он у тебя берет. Понятно. Сейчас надо его еще. Вот все. Ты намерен перстенек достать, он уже в песке, почти не видно его. Подожди. Это были самые мелкие предметы. Он их взял. Ну это легко. Проверим. Ой. Жемчужное ожерелье. Дно реки хранит до сих пор древние клады, в том числе украшений и других условных ценностей. Да, это беда, конечно, с разгрузкой. Но ради раритетных вещей можно попросить водолаза помочь. Это самый тяжелый из предметов, который ты положил. Винт от катера или моторной лодки. Кстати, тоже на дне бывают частыми предметами, потому что шпильку срезает и винт остается на дне. Я сам находил не раз такие винты. Алюминиевые, металлические. Взял уверенно. Чего-чего, стеклотары на дне не сосчитать. Просто в некоторых местах сплошным ковром покрыто дно.
из бутылок целых и уже разбитых. Тебе не видно, ты сейчас не видишь захват. Если тебя попросят очистить дно пляжа на Камгэсе, ты справишься с этой задачей? Ой, легко. А если у Камского моста? Тут подумать надо. Дело в том, что пляж на Камгэсе, он же водохранилище, там нет течения. А у Камского моста течение довольно сильное, и задача сложнее. Опаньки. Так, где-то ошибка в твоих манипуляциях. Ничего. Контейнер, конечно, маловат для таких крупных предметов. Да, это так просто не снимется. Ну, ради таких ценностей можно и выехать на берег разок-другой. Обычно бусы не попадаются на речном дне, это редкая находка. Попадаются цепочки, кольца, серьги. Этих вещей довольно много в береговой зоне. Последний предмет остался. Буду за ней бегать тут до ночи. Нет уж, доделай до конца работу.
Не каждый предмет с первой попытки удается зафиксировать в захвате. Попробую еще раз, да, измени немножко угол. Выскальзывает. Спасибо. Работа сделана. Ура.